Weihnachtsmann, часть 1. Old Man Santa, Weihnachtsmann. Санта, Дед Мороз или Le Père Noël на французском. Сам себя он называл на немецкий лад Weihnachtsmann. Звуки этого языка были ближе всего к его родной речи. Старик совсем зашился, не давал себе отдыха много лет. И теперь... Детишки, наверное, подумали, что к ним в дымоход залез Крампус. Так перепугались, что их маленькие сердечки просто разорвались, и они упали замертво. Ну вот опять. Это не случайность. Нет, это не ошибка. Ты ошибка. Нет на его землях привычной предпраздничной суеты. Полусобранные в полет вещи разбросаны по всему замку, вперемешку с разбитой узорчатой мебелью и покосившимися треснувшими опорными балками этажа. Высокий холл жалобно скулит от учиненного в горестной ярости погрома и вот-вот намеревается рухнуть. Олени беспокойно ковыляют вокруг, спотыкаясь о весь этот беспорядок. Бедные не понимают, что стряслось с их господином и почему сборы брошены на полпути. Огромная темная фигура угрюмо утоплена в своем кресле из корня. Weihnachtsmann мрачно уставился в стену. Его лицо – маска. Челюсть маски сделана из грубого простого металла, будто недообтесанная заготовка в форме громоздкого утюга. Верхняя же половина лица закована в изящную карнавальную полумаску из меди с золотом. На ней нету прорезей для глаз, на лицо будто вылили расплавленный металл, и на месте глаз теперь металлические бугры. Из небольших крестообразных разрезов по бокам этих бугорков подтекают темные капельки. В комнате царит мрак, но на небо уже неуклюже вскарабкивается тусклый месяц. Его форма слабо просвечивает сквозь плотно завешенные шторы. Но даже такого слабого света достаточно, чтобы проявился оттенок капель. Алые слезы. Малютки, маленькие люди, вообще не должны были его видеть. Никогда раньше и не видели. Он же знает, что он такое. Его грузный остов совсем скрючился от неудачи непомерной ноши. Мозг потихоньку закипал, выжигая нейронами руны позора. В этом новом году дети будут плакать, не найдя под елью его даров. Что они обнаружат там вместо этого? Электронные коробочки, может, лего. И, конечно, отвратные сладости, во вкусе которых не различить ничего, кроме сахара. Но как он может? Как может снова залезть в оленя, надеть шапку, надуть мешок на спине? Да, их жизни скоротечны, всего лишь мгновения по его меркам. Но именно поэтому он и хотел привнести в их короткую грустную жизнь толику сказки. Сказку? Разве что мрачную и поучительную притчу для непослушных сорванцов. Как он может дарить счастье, когда подарил смерть этим малюткам? Как бы он ни пытался доказать обратное себе и призракам прошлого, в конечном итоге он несет с собой лишь несчастье. Ошибка! Ошибка! Ошибкой было уже само его рождение. Он появился на свет искаженным, некрасивым, неправильным, что крайне редко встречалось среди эльфов. Истинные эльфы были прекрасны. Трехметровые поджарые, идеально сложенные тела с кожей цвета фиалок со сливками. Лица геометрической красоты, заостренное великолепие симметрии. Конечности столь утонченные, соблазнительные, что ходить с обнаженными руками и ногами считается в их обществе неприлично, дабы избежать конфликтов из-за непреднамеренного возбуждения. Даже есть сказание, как Гехлель застала отца с закатанными рукавами, умывающегося на речке, и наложила на себя руки от невозможной запретной страсти. Он, Weihnachtsmann, был скорее сродни этим низшим эльфам, только ростом повыше. Несмотря на дальнее родство, никто, конечно, не называл их гордым эльфы. Эти уродцы рождаются только для того, чтобы служить. Один страшнее другого. В лагерях этих коротышек даже проводят шуточный конкурс на самого страшного слугу. Сложно сказать, однако, насколько он шуточный. Победитель всегда долго и горько плачет. Возможно, это низменная жестокая природа убогой ветви. Также, только еще хуже, воспринимали и его.
В идеальном эльфийском обществе от таких аномалий, как он, избавлялись. Относили маленьких выродков к дышащему древу, клали в выемку, образованную корнями, и дерево забирало бракованное дитя. К несчастью для него, он родился в день несчастья, день всеобщего примирения перед лицом бедствия тысячелетней давности. И крайне набожный старейшина города запретил что-либо делать с ним, даже прикасаться. Ему была дарована жизнь в забвении. Все просто старались не замечать его. Даже двери дома его родителей были закрыты для нерадивого сына. Все эльфы рождаются с помощью кесарево сечения. Шрамы на животе женщины носят с гордостью за созданную жизнь. Ведь большинство эльфов живет и умирает без возможности создать новую жизнь. Новая жизнь священна, и тех, кто был благословлен ребенком, чтят. Его же мать испытывала лишь стыд за то, что созрело в ее чреве, и старалась избавиться от шрама. Сначала лишь травами и мазями, но заживление шло медленно, и она начала резать себе живот, своими острыми ногтями прорезая и кожу, и мышцы. Шрамы наслаивались и образовали неровный распушенный крест. Это, что иронично, немного заживило ее душевные шрамы. Но, выходя на улицу, она никогда не смотрела в сторону конюшни, туда, где ютился ее отвергнутый ребенок. Аномалия, единственный бездомный во всем эльфийском царстве, с присутствием которого ничего нельзя было поделать. Он пытался изменить свою природу, стать похожим на них, старался угождать и раболепствовать, даже реконструировал свое лицо подручными средствами, внешне став почти неотличимым от них. Но свою природу ему не было суждено изменить. Не в этом обществе. Никто и никогда не забывал, что он такое. В конце концов, он оказался в мире людей. Тут он был единственным в своем роде, не с кем было сравнивать. Он спрятался от взглядов своего народа, но даже так не мог примириться с собой и кромсал свое тело и душу в надежде унять зуд своей неполноценности. Внешне в нем уже не осталось ничего схожего с эльфом. Что он чувствовал, смотря на себя в зеркало? Наверное, не понимал, кто перед ним. Растерянно смотрел на незнакомца напротив. В конечном счете, все зеркала, вылитые им самим для отслеживания результатов операций над своим телом, отправились в огромный костер, который он расвел напротив замка. А то, что когда-то было его лицом, он прикрыл причудливой маской. Оказавшись в чужом мире, он долго искал свое предназначение. До этого все, что он делал в жизни, это выживал и стыдился. В этом мире для него не оказалось проблемой добыть пропитание и кров. Скоростью увлекшись архитектурой, он воздвиг себе огромный дом из дерева, а скорее даже замок. Небольшие огоньки интереса ненадолго вспыхивали в нем, и он достигал мастерства в очередном бессмысленном занятии. Строительство, охота, пение. Он делал и играл на музыкальных инструментах, мастерил механизмы и вырезал игрушки. Делая это, он пытался заполнить пустоту в своей душе, лечил гангрену подорожникам. Но вот однажды, прогуливаясь по макушкам елей у подножья своей горы, он услышал плач. Это была потерявшаяся маленькая девочка. Она блуждала по заснеженному лесу вот уже несколько дней, обморозила ручки и больше не могла двигаться от голода. Завернувшись в свой алый плащ с ног до головы, Вайнахсман спорхнул с ели к бедняжке и позвал ее своим бархатистым голосом, который сразу же успокоил малышку. Да, единственное красивое в нем был его голос, присущий всем эльфам, волшебный гипнотический тембр, дарящий чувство тепла и уюта. Он выходил девочку и вернул ее домой, оставив на прощание одну из своих механических игрушек. Заведя маленький ключик, резной олень поднимал голову и начинал бить копытом. С тех пор эльф наблюдал за ее жизнью, оставляя каждый год, в день, когда он нашел ее, новую игрушку под елью у дома их семьи. Время для эльфов течет совсем иначе, чем для людей. Он видел, как из ребенка она стала женщиной и тут же превратилась в дряхлую старуху. Его поразило, как внезапно это произошло.
как короток их век. Второй раз они увиделись в день ее кончины. Он пришел к ее кровати, и она подарила ему свою последнюю улыбку. Улыбки – вот что придало ему смысл жизни. Искренние и шире всего детские. Чудные комочки озорства, их радость и теплый смех, когда они находили его подарки. Это заставляло его ненадолго унять боль незаживающих ран, изгнания, одиночества и позора. Забыть жизнь, которая могла бы быть у него, родись он под другой звездой. Теперь все свое время, кроме одного дня в году, он проводил в высоком замке на плоской вершине горы, мастеря игрушки и другие подарки. Вайнахтсман хотел осчастливить как можно больше людей, а для этого ему нужен был транспорт. Первый раз ступив на снежную равнину, где обоснуется на следующую 1000 лет, одно из первых созданий, что он встретил, были олени. Эти шустрые, но пугливые лесные жители стали его единственными друзьями и слугами. Но верхом на олене он не успевал за ночь не то что объехать весь мир, даже десяток деревень у подножья его горы были для него неподъемной задачей. С этим нужно было что-то делать, нужно было улучшить их. Его семья славилась своим талантом к селекции живых существ. Что за чудные создания выводили его родичи своими утонченными руками. На конюшне, чтобы уснуть, он всегда мысленно перечитывал историю своего семейного древа и хотел творить таких же прекрасных созданий. Однако его члены были насмешкой над эльфийской элегантностью, и чтобы добиться цели, у него ушло немало времени, немало проб и ошибок. В ходе этих экспериментов, кроме летающих оленей, он вывел также оленьих слуг и оленьих рабочих, без устали трудящихся над приготовлением знаменитой зимней пасты, улучшенной до совершенства шоколадной пасты. Это уже 435-е поколение летных оленей. В этих модифицированных существах не было ничего от статных тонкошеек скакунов эльфийских мастеров. И они еще не так быстры, как небесные кони родных земель. Но кое на что все-таки были способны. С каждым поколением олени могли унести его все дальше и дальше, и он мог охватить все больше земель. Люди, завидев их силуэты, приветственно кричали вслед. Но это только потому, что они не могли их как следует разглядеть. Это были чисто утилитарные создания. Конечно, он пытался придать им хоть какие-то привлекательные черты. Например, мерцающие красные носы и широкие приветственные улыбки. Вот только это лишь делало жуткое более странным. Как ни крути, это были чудовищные создания, как и он сам. Когда-нибудь он сможет развести подарки всем жителям Земли. Старость наступит еще не скоро. Эльфы взрослеют каждые 40 лет. День в день в законсервированных клетках происходят каскадные изменения. И прямо на глазах представителей их вида наступают возрастные изменения. Вряд ли он будет жить столь долго, как нормальные эльфы. То, каким он родился, а более всего эксперименты на своем теле, не добавляли ему здоровья. В человеческих годах ему всего 25. Сколько еще радости он успеет доставить быстроцветом. Адамовы дети зреют, расцветают и увядают буквально в один миг. Его полное сожаление сердца разрывается, видя, как быстро распускаются малыши, которым он еще вчера дарил механического мишку. Вайнахтсман хотел приносить свет в их жизни, сколько хватит сил. Но что теперь? Глупые игрушки не исправят ничего. Снова! Проклятый выродок! Сидя в своем кресле из огромного старого корня, в его голове бушевал вихрь отчаяния. Много дней он сидел вот так, уставившись в стену, пожирая себя изнутри. Глаза, блуждавшие в пространстве, каждый раз возвращались к углу, погруженному во мрак залы, манимые отблеском луны в металле. Свет просачивался узким пятнышком сквозь дырочку на одной из тяжелых штор. Наконец он сосредоточил полное внимание на этом металлическом объекте.
Резким движением он выпрыгнул из кресла. Каждый сустав и косточка в его теле воспряли и зазвучали. Их треск, как гром, каскадом разнесся по просторной комнате. Оленьи слуги подпрыгнули от неожиданности, но шаги его были бесшумны, когда он проплыл к столику в темном углу и протянул руку к ножовке. Утонченная резная ручка идеально легла в его костистую ладонь. Он поднял ее, и капельки света весело забегали с зубчика на зубчик, проявляя острое полотно. Какое-то время он завороженно медленно водил пилой в воздухе, ловя отблески луны. Затем вертикально приложил полотно к голове, параллельно уху, и запилился ножовкой в овал лица. Звуки ножовки по плоти. Продолжение следует.